Тромбоз– это состояние, при котором образуется сгусток крови внутри сосуда. Этот сгусток, называемый тромбом, может препятствовать нормальному кровотоку и вызывать различные проблемы, включая блокировку сосуда и нарушение кровоснабжения органов и тканей. Тромбоз может возникнуть в артериях или венах, и это может привести к серьезным медицинским последствиям. Тромбоз может быть вызван различными факторами, включая нарушение крови, повреждение сосудистой стенки, замедленный кровоток или повышенную свертываемость крови. Он может проявляться различными симптомами, в зависимости от того, в какой части тела он возник. Например, тромбоз артерий может вызвать инфаркт миокарда, сердечный приступ или инсульт, а тромбоз вен может привести к варикозному расширению вен или тромбофлебиту. Симптомы тромбоза могут различаться в зависимости от того, где образовался сгусток крови, вена или артерия и какие сосуды или органы он затронул. Перед тем, как перейдем к симптомам тромбоза, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды «Подписаться» и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Вот общие признаки тромбоза: боли и отечность. Обычно тромбоз сопровождается болями и отечностью в месте заболевания. Например, в случае венозного тромбоза нижних конечностей пациент может испытывать боли, отечность и тяжесть в ноге. Покраснение и сильное нагревание кожи вокруг области тромбоза. Тяжелость и боли в области груди или в животе, если тромбоз затронул артерии, питающие органы. Симптомы острой церебральной циркуляции, такие как слабость в одной половине тела, потеря чувствительности, изменения в речи и зрении в случае тромбоза мозговых артерий. Нестабильное сердцебиение, боль в груди и одышка, если тромбоз затронул сердце или легкие. Повышенная температура тела и лихорадка. Головная боль и изменения в зрении в случае тромбоза сосудов глаза. Если у вас есть подозрение на тромбоз или вы испытываете симптомы, которые могут свидетельствовать о тромбозе, немедленно обратитесь к врачу. Тромбоз является серьезным состоянием, и лечение должно начаться как можно скорее для предотвращения осложнений. Лечение тромбоза обычно включает в себя применение антикоагулянтов, препаратов, которые разжижают кровь, а также меры по предотвращению его возникновения, такие как изменение образа жизни, физическая активность и наблюдение у специалистов. Важно своевременно обратиться к врачу при подозрении на тромбоз, так как это серьезное состояние, требующее медицинской помощи. Ибн Сина, также известный как Авиценна, был великим персидским ученым и врачом в средние века и сделал значительные вклады в область медицины и лечения. Его работы оказали влияние на многие аспекты медицины, включая лечение тромбоза и кровеносных заболеваний. В сочинениях Авиценны, в основном в его медицинском труде «Канон медицины», можно найти рекомендации по лечению тромбоза и сосудистых заболеваний, хотя его понимание медицины было ограничено знаниями и ресурсами его времени. Основные принципы лечения тромбоза по Авиценне могли бы включать использование лекарственных трав и экстрактов. Авиценна активно использовал растительные препараты и экстракты для лечения различных болезней. Он мог бы рекомендовать определенные травы или растительные средства, которые считал полезными для разжижения крови и улучшения кровообращения. Диета и образ жизни. Авиценна придавал большое значение правильному питанию и образу жизни. Он мог бы советовать изменить диету, чтобы уменьшить свертываемость крови, и рекомендовать физическую активность для улучшения кровотока. Массаж и физиотерапия. Авиценна также придавал значение массажу и физиотерапии для улучшения циркуляции крови. Однако стоит отметить, что научная медицина значительно продвинулась с времен Авиценны, и современные методы лечения тромбоза и кровеносных заболеваний сильно отличаются от его времени. Сегодня для лечения тромбоза используются антикоагулянты, антиагреганты, хирургические вмешательства и другие современные методы. Если у вас есть проблемы с тромбозом или кровообращением, важно обратиться к современному врачу для получения квалифицированной медицинской помощи и современного лечения. Использование лекарственных трав для разжижения крови может быть полезным в некоторых случаях, но всегда следует консультироваться с врачом перед началом какого-либо лечения, особенно если у вас есть медицинские проблемы или вы принимаете другие лекарства. Некоторые лекарственные травы, которые могут помочь разжижить кровь и улучшить циркуляцию, включают спаржа. Спаржа содержит рутин, который помогает укрепить стенки сосудов и улучшить циркуляцию крови. Чеснок. Чеснок считается природным антикоагулянтом и может помочь уменьшить свертываемость крови. Имбирь. Имбирь может помочь снизить вязкость крови и улучшить циркуляцию.
Куркума, куркумин, активный компонент куркумы, имеет антикоагулянтные свойства и может помочь разжижить кровь. Льняное семя. Льняное семя богато омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь снизить вязкость крови. Малина. Листья малины содержат рутиносид, который может помочь улучшить кровообращение. Мелисса. Мелисса может помочь расслабить сосуды и улучшить циркуляцию. Гинго билоба. Гинго билоба может помочь улучшить микроциркуляцию крови. Опять же, необходимо подчеркнуть, что использование лекарственных трав для разжижения крови должно происходить под наблюдением врача, так как неправильное использование или переизбыток некоторых трав может привести к побочным эффектам и взаимодействиям с другими лекарствами. Кроме того, не стоит заменять рекомендации врача самолечением травами в случае серьезных заболеваний, таких как тромбозы или нарушение свертываемости крови. Существует несколько продуктов и пищевых компонентов, которые могут способствовать разжижению крови или уменьшению риска тромбоза. Однако перед внесением изменений в рацион питания или началом приема дополнительных продуктов следует проконсультироваться с врачом. Особенно если у вас есть медицинские проблемы или вы принимаете лекарства. Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Рыба, такая как лосось, треска, сардины и тунец, содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут снизить вязкость крови и уменьшить риск образования тромбов. Ингибиторы витамина К. Витамин К участвует в свертывании крови, поэтому ограничение потребления продуктов, богатых витамином К, например, шпинат, капуста, брокколи, может помочь контролировать свертываемость крови. Маслины и оливковое масло. Они содержат мононенасыщенные жиры, которые могут способствовать улучшению сердечно-сосудистого здоровья и разжижению крови. Апельсины и другие цитрусовые фрукты. Они содержат витамин С, который может укрепить стенки сосудов и способствовать нормальному кровотоку. Магний. Пищевые продукты, богатые магнием, такие как орехи, семена, шпинат и бананы, могут помочь регулировать кровяное давление и уменьшить риск тромбоза. Вода. Постоянное употребление достаточного количества воды может помочь в поддержании нормальной вязкости крови. Опять же, перед внесением изменений в свой рацион, особенно если у вас есть медицинские проблемы или вы принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом. Соблюдение сбалансированной диеты и поддержание активного образа жизни также играют важную роль в поддержании здоровой системы кровообращения. Профилактика тромбоза. Тромбоз – это образование сгустка крови в сосудах, что может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт или инфаркт. Эффективная профилактика тромбоза играет важную роль в поддержании здоровья сосудов и предотвращении серьезных осложнений. Вот несколько основных методов профилактики тромбоза. Физическая активность. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и снижению риска образования сгустков. Соблюдение здорового питания, ограничение потребления жирных и высококалорийных продуктов помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и предотвращает нарушение обмена веществ. Питьевой режим. Регулярное употребление воды способствует поддержанию нормальной вязкости крови. Отказ от курения и умеренное употребление алкоголя. Курение и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают риск тромбоза. Контроль за артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Регулярные измерения позволяют своевременно выявлять и корректировать отклонения. Избегание длительного сидения в неподвижном положении. Регулярные перерывы для разминки важны при сидячей работе или длительных поездках. Использование компрессионного белья особенно рекомендуется при повышенном риске тромбоза. Соблюдение рекомендаций врача. В случае наличия факторов риска или хронических заболеваний, важно следовать рекомендациям врача по приему медикаментов или другим методам профилактики. Профилактическое лечение. В некоторых случаях врач может назначить противотромботические препараты для предотвращения тромбоза. Важно помнить, что эффективная профилактика тромбоза включает в себя комплексный подход, включающий в себя изменения в образе жизни и, при необходимости, консультации с врачом.